События 1917 года часто рисуют как такой клубок хаоса, страстей, личностей, но давайте попробуем взглянуть на это все немного иначе. Не как на драму, а как на сбой в государственной системе. Сегодня мы разберем русскую революцию именно с этой, системной точки зрения. Постараемся понять не кто виноват, а как и почему вся конструкция власти просто рухнула. Наш путь будет выглядеть так. Сначала мы разберемся, что такое коллапс суверенитета. Затем посмотрим, как государство буквально раскололось на части. Проанализируем, почему наступил полный институциональный паралич и где была та самая точка невозврата. И в конце увидим, как произошла попытка силовой реконструкции власти, чтобы собрать из этого всего четкую системную логику. И вот первый, самый главный вопрос. Обычно говорят, пала монархия, свергли царя, но это ведь верхушка айсберга, это символы. А если посмотреть в самый корень, в механизм государства, что именно сломалось, какой ключевой элемент исчез в феврале 17-го? Ответ на самом деле очень точный. Рухнул не режим, не форма правления. Рухнул сам суверенитет. То есть исчез не какой-то конкретный правитель, а сам принцип верховной власти, тот фундамент, на котором, собственно, и держалось все здание государства. И вот мы подходим к первому ключевому понятию. Почему так важно говорить именно о коллапсе суверенитета? А потому что суверенитет — это, по сути, монополия на принятие окончательных решений. В феврале 19-17 года эта монополия просто испарилась. Что это значит на практике? А то, что никто в стране больше не мог сказать решающее слово, которое все были бы обязаны исполнить. Пропала та самая финальная инстанция. И это значит, что революция началась не с борьбы каких-то идеологий, а с полного распада управленческой вертикали. И вот этот коллапс суверенитета немедленно приводит к абсолютно уникальному явлению — двоевластию. Но важно понимать, это не просто два политика или две партии, которые борются за власть. Нет, это было функциональное расщепление самого государственного механизма. Чтобы понять, что именно сломалось, давайте вспомним, как вообще работает любое нормальное государство. Оно стоит, грубо говоря, на 4 столпах. У него есть законность, то есть легитимность, оно принимает решения, которые все исполняют, оно контролирует силовые структуры и оно управляет ресурсами. А теперь давайте посмотрим, что случилось с этими функциями в России 1917-го. И вот эта таблица, посмотрите, она идеально показывает всю суть катастрофы. У Временного правительства была юридическая легитимность. Оно официально отвечало за страну, но у него не было реальной силы. Совсем. А у Советов, наоборот, не было ни легитимности, ни официальной ответственности, но именно они могли поднять на ноги солдат и рабочих. Государство буквально разорвало на две несовместимые части. И вот это, пожалуй, самый важный вывод. То, что происходило, было не борьбой партий за власть внутри системы. Это была ситуация, когда сама система просто перестала функционировать, распалась на части. Хорошо, но возникает логичный вопрос. А почему они просто не договорились, не создали коалицию, не нашли компромисс? И ответ тут кроется не в чьей-то злой воле или амбициях. Ответ в самой институциональной логике. Система попала в неразрешимый клинч. Просто представьте себе эту безвыходную ситуацию. Советы были сильны именно как орган протеста, власть снизу. Если бы они взяли на себя официальную ответственность за страну, они бы тут же потеряли поддержку своей базы. А Временное правительство строило всю свою легитимность на идею демократии, на будущем учредительном собрании. Применя оно силу, оно бы тут же уничтожило само основание своей власти. Тупик. И вот эта мысль отлично все суммирует. Невозможно договориться, когда сами институты, которые должны обеспечивать договоренности, существуют только на бумаге. Любые попытки создать коалиционные правительства были, по сути, обречены с самого начала. Итак, система в параличе. К чему это приводит на практике? Каковы необратимые последствия такого системного сбоя? Первым делом, конечно, рушится армия. Знаменитый приказ номер 1, который ввел солдатские комитеты и фактически отменил единоначалие, превратил армию из инструмента государства в самостоятельную политическую силу. Все. Монополия на насилие у власти исчезла. Дальше по цепочке. Раз нет силовой опоры, то как заставить крестьян сдавать хлеб? Как обеспечить поставки на фронт и в города? Никак. Правительство больше не могло ничего гарантировать. И система снабжения, кровеносная система страны, встала.
Ну и финал этой цепочки вполне предсказуем. Когда никто не знает, кто главный, когда приказы не исполняются, когда поставки сорваны, наступает экономический коллапс. Производство останавливается, транспорт не работает. Хаос. И вот это, пожалуй, главное, что нужно понимать об экономическом кризисе того времени. Он не случился сам по себе. Он был прямым следствием коллапса власти. Ведь экономика — это прежде всего ожидание, а когда предсказуемость равна нулю, любая экономическая деятельность замирает. И вот на фоне этого тотального хаоса октябрь, он начинает выглядеть совсем иначе. Не как идеологический триумф, а как жесткая, даже жестокая, но прагматичная попытка решить главную проблему — проблему вакуума власти. Просто сравните две логики. Временное правительство пыталось действовать по правилам мирного времени. Законы, процедуры, давайте подождем учредительного собрания. А большевики действовали в логике чрезвычайной ситуации. Они поняли, что никакого потом не будет, если прямо сейчас не создать работающий центр принятия решений. То есть победа большевиков — это не столько про массовую народную поддержку, сколько про технологию власти. Они отказались от любой двусмысленности и просто начали брать под контроль ключевые узлы управления государством — почту, телеграф, вокзалы, банки. Они, по сути, заново собирали скелет государства. Так что же такое Октябрьская революция, если смотреть на нее системно? Это операция по принудительной силовой сборке суверенитета. Главной целью было не установление какой-то идеологии, а восстановление самой функции власти как таковой. Что ж, давайте теперь соберем все это в единую, понятную схему. Что мы получили в итоге? Получается очень простая и логичная трехступенчатая модель. Февраль — это системный коллапс, разрушение суверенитета. Период двоевластия — это, по сути, официальное оформление этого распада. А октябрь — это жесткий силовой ответ на этот коллапс. Попытка собрать власть заново, любой ценой. И в конце вопрос на подумать, который, мне кажется, выходит далеко за рамки 1917 года. Если мы принимаем такую оптику, если мы смотрим на историю в первую очередь как на процесс сборки и распада управляющих систем, а не только как на борьбу идей, как тогда меняется наш взгляд на другие революции кризиса? Какие еще события предстанут перед нами в совершенно новом свете?